Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Скэтман, сегодня с вами Kingdom Come Deliverance, или доставляем королевство к вам приход. Привет, Эльтера, привет, Гаррет, Бутчер, всем здравствуйте, господа, времени суток, поехали. Та-та-та-там, там, та-та-та-там, там, та-ба-ба-ба-ба-пам, пам, пупи-па-пем, пам, пупи-па-пук, пек, пипу-па-пук, пак, попики, пупики, пек, шпек. Ту-ту-ту-тун, тун, ту-ту-ту-тун, пупи-пу-пупи-па-пум, пом, пем, пипу-па-пум, пам. Итак, мы только что закончили... Где мы там? В Тальмере находимся. Мы занимаемся квестом на браконьеров. Встретиться с ними на поляне. Поехали. Инквизитор. Педро Линса. Почему ты хотел поделиться этой инфой именно с тобой, Линса? Ты, наверное, в курсе? Ты парень умный, а я вот не знал. Помнишь таинственный гексагон в игре Observation над Сатурном? Так вот, типа на полюсе Сатурна действительно есть шторм в форме гексагона. И он выглядит, ну, почти так, как в игре. Ну, имеется в виду не черный, который вот в виде шторма там был. Я немножко пофигел, типа. Это не из ничего взялось, короче. Оп, те раз какие-то мушки летают. А за форме гексагона по пятно знаю. Да, в форме гексагона шестиугольник. Ну, там не идеальный, конечно же, но очень похож. Да, можно загуглить шестиугольник Сатурн. Там прям реально похоже. Привет, Бучер. Так, ну шо. Привет. So you're the new fellow. Lucas said you know a thing or two. Question is, can we trust you? Would I be here if you didn't? Probably not. Did Lucas tell you who's in charge? Well, speak of the devil. Started to worry you weren't coming. It couldn't be helped, Goathead. I had to get a document written up, and the nearest priest I can trust is in Janowitz. Not writing your will already, sir. Who is this? Henry. Lucas brought him. He nicked Nicholas's hunting horn for us. Then I'm sure we'll get on like a house on fire. Is everyone here? Everyone. Except that fool Rada and the charcoal burner. No one's seen hide nor hair of him. We can't delay. If he's not back by evening, we go without him. Действительно. Лазер, привет. So, Henry, tell me about yourself. What do you want to know? Why you came here. Where you come from. You know how it goes. I want to know your story. What if I don't have one? Everyone has a story. Leastways, Он не хочет everyone in this clearing делиться does. своей сущностью. Sir! Sir! The Tomburgers are coming! Опа.
Hannikin Hare of Zalush. I arrest you in the name of Lord Divish of Talnberg. The Master Huntsman is not coming? The Master Huntsman arrests poachers, not murderers. Will you come quietly? What do you say, man? Ой, мы можем сейчас решить, вмешаемся, впишемся мы в это дело или нет? What are you doing here? Tired of... Не обязательно спаси Яна Зайца. Говорят, что запретный плод самый сладкий, и это особенно верно для незаконно добытого мяса. Может быть, это стало одной из причин, почему я оказался в шайке браконьеров, действующих в лесах Талмерга. С другой стороны, я присоединился к ним, чтобы узнать их планы, ведь остается мне тут дело не только в охоте. Я прибыл на поляну, там меня не слишком радушно встретили. Один из браконьеров начал опрашивать меня, а затем появился их вожак Ян Заяц. Он, разумеется, хотел поговорить с новым членом своей шайки, вот только это ему. Что? Я должен спасти Яна Зайца от тальмерских воинов. Ну, должен, значит, погнали спасать, что могу сказать. Bring it on. Fucker. Take that. That's that. Репутация моя, наверное, поблизости понизилась. Не, все нормально. Fuck! Some bastard must have betrayed us! Quickly, we'll hide in the mine shaft. There's something lying there, isn't there? Who's there? Ща, парни, погодите. Кабан, к слову, лежит. Ты же всех порешил, да? И стат, как она понизится. Ну, не знаю. Тут это бывает, когда мы репутацию понижаем с кем-то, потом кто-то помирает, и мы такие, ну все. Так, с своей помощью я смог отбиться от тальмерксов. Браконьеры сложили 2 и 2 вместе и поняли, что среди них есть доносчик. Я надеюсь, что они не подумают на меня. Впрочем, у меня возникло более срочное дело, скорее спрятаться. Убежище Яна Зайца было недалеко от поляны. Мы должны спрятаться там и решить, что делать дальше. Ян Заяц. Парни, может как-то побыстрее пойдем, не знаю. Вы не похожи на чуваков, которые пытаются скрыться. К слову, наверное, факел надо вырубить. Но тогда, блин, вас не видно нифига.
Are you serious? Прости, случайно. Чё-то мы как-то далеко идем, нет? А главное, что мы идем, мы не бежим. Вот это странно. Эх, прекрасные леса. Блин, это странная штука. В ВГ придумали специальный режим ходьбы, чтобы ты типа не спешил перед NPC. И вот я в режиме ходьбы быстрее, чем они двигаются. Ну, блин. Это странно. Неужели так сложно было синхронизировать скорость? А вот и штольня, походу. Фига, не знал про это место. Теперь я могу с ним поговорить. It seems things have started to move faster than I expected. Thank you, Henry. Without you, I probably wouldn't have saved my skin. What's this all about? It's complicated. And I understand that it might be hard to believe, but today you fought on the side of Это justice. типа аналог Робина Гуда? Who are you, anyway? Let me introduce myself. My name is Hanakin Hare of Zalush. The nobleman? I used to be. My house became sadly impoverished. And I became the master huntsman at Talmberg. Gamekeeper turned poacher? I see. That's quite a transformation. Nicholas gave me no choice. What happened to your family? My father lost his influential friends and the money with them. After his death, I inherited only his debts. There was nothing for it but to sell off all our possessions, see to my sister's welfare, and manage as best I could. That sounds a rough deal. Believe it or not, I never cared for the life of a nobleman. I spent my youth running free, hunting in the woods. Ну, дворянин может охотиться в лесах. What happened between you and Nicholas? I was falsely accused of murder. Henry of Lipa visited Talmberg, and the morning after the banquet in his honor, one of his men was found dead. And didn't they have any cause to suspect you? That's just it, they did. At the banquet, I got into a fight with the man. Лол. I know Sir Hanish of Lipa. Was Sir Henry his father? Indeed. He was on his way to Ratai to take charge of the fiefdom for young Sir Hans Capon. Why did you get into a fight with him? The fall of the House of Zalush was the work of the Lords of Lipa, and that fellow took great delight in reminding me of it. And then what? Subgaming, привет. Nicholas began to pull strings. Several people came forward as witnesses to say they saw me with the fellow later that night. Why would he have done that? He wanted rid of me. We were both in love with the same lass, you see, and Margaret is his wife today. But back then, there was no question which of the two of us would win her. I was the huntsman of noble blood, and Nicholas was just plain Nick. Her father's preference was clear. Do you know who did kill the man? No. He was found in a ditch with his neck broken.
He could have tripped and fallen, all on his own. And that never occurred to anyone? It did. But some people swore they'd seen us jostling on the drawbridge. Of course, that was Nicholas's work. What did Margaret think of you? She took me for a fool. She only had eyes for Nicholas, but I didn't see it then. In the end, she could have saved me. How? She could have told the truth. After the banquet, I was with her. But when they asked her, she said she hadn't seen me that night. Охренеть. How did you get out of it? What leads you to imagine I did? Your head's still on your shoulders, so you must have escaped somehow. I'm alive. But my name and my family's name has been dragged through the mud. For me, that's worse than the sentence waiting for me. If you say so. But you still managed to get away. Well, it's true. I had the good fortune to escape from the dungeon. Это невозможно. From the Talmberg dungeon? That can't be done, can it? It's not too hard when the lord of the castle himself helps you escape. Хо. So, Divish set you free? From his own dungeon? He couldn't offend Henry, so he had to lock me up. But he trusted me. We were friends, after all. He led me out of the castle in the night. I was given a good horse, and in a couple of days I was in Silesia. And that was the end of it. Силезия. At least until now. Раньше в лесах не было энцефалитных клещей. And how did it happen? It's a long story. I've got time to listen. All right. But for you to understand, I have to start from the beginning. I was born as Hannikin Hare of Zalush, the eldest son of Sidney of Zalush. My house became sadly impoverished, and I became the master huntsman at Talmberg. Gamekeeper turned poacher. Погоди, мы же только что все это слышали. That's quite a transformation. Nicholas gave me no choice. Так. What happened? I was falsely accused of... And didn't they have any cause to... That's just... And then what? Nicholas began... What? What? I'm... An interesting story. I can't complain of boredom. The question is, will anyone believe me? This is one of the most insane stories I've heard lately. That doesn't surprise me. But something tells me you're speaking the truth, Hannikin Hare. Thank you. I didn't expect to find anyone who believed me. Trust me, after what I've seen lately, not much could surprise me. So, what are you up to? Working out how to get Nicholas's confession. How would you do that exactly? Simple. I'll have him sign it. I've had the priest in Janowitz write me up a parchment. When Nicholas signs it, he'll admit to everything written down there. How do you want to force him to do that? He won't have a choice, or rather he will have, between his wife Margaret and the job of huntsman. А вы говорили реализм, а тут два человека с памятью золотой рыбки общаются. Эффект от того, что из них справляются. Эффект от половцев не столь мучительный. I'm not following this at all. It's plain enough. We'll kidnap Margaret. That's to say, you'll kidnap Margaret while I distract Nicholas. If he wants to see her again, he won't have any choice. Kidnapping? That doesn't seem like much of a way to clear your name. Take a look around you, Henry. Sigismund kidnapped Wenceslas, his own brother. And Divish was abducted by Medek of Waldeck. True, but Sigismund and Medek kidnapped the men they wanted to bargain with. You're thinking of taking a man's wife who's done nothing to deserve it. And what of it? Типа того. Those others did it for money or power. I'm doing it to redeem my honor. And since you mentioned Margaret, she's not all that innocent. Это да. I could have swung because of her. But that confession's just a scrap of parchment with writing on it. What will happen to him after that? That scrap of parchment is for Sir Divish and the provincial court. But we'll be generous to Nicholas and let him leave in peace before we deliver the confession to Talmberg. So Nicholas will go free, and you'll clear your name? Hopefully. So what do I need to do? That horn you picked up from Nicholas should help us.
I'm sure Nicholas will recognize its sound from quite far off. I'll lure him out of the lodge at dawn. And I meant to kidnap his wife while he's gone. Of course, it would be best if she went with you voluntarily, but if not, you'll just have to drag her with you. Думаю, мне это придется по вкусу. Why me? Can you blow the horn? No? Well, there you are then. Да, другие When баконьеры. you get her, bring her here. Then we can decide what's next. All right. Now go and get some sleep. The sun will be up in a few hours. Вильям Заяц Вальдерский. Блин, и типа вот появился он в персонажах, но нет, не появился на самом деле. А, вот, Вильям из Тальберга и Миличина. В 1297 году глава провинциального суда, прямой основатель династии Тальбергов, носитель герба Гразнатов. Семья Гразнатов была одной из немногих, кто непосредственно не участвовал в войне против короля, поэтому не лишился собственности. Он основал замок у Тальберга, у него было двое сыновей, Дивиш и Незамышль. Это просто история про других чуваков. А вот про Вильяма Зайца мы нифига не узнали. Инджих первый из Липы. Вот по нему, да. 1275 год, 26 августа 1329. Инджих первый из Липы был одним из основателей дворянской династии, который получил свое имя от поселения Лейпа, сегодняшняя чешская Липа. Он занимал различные высокие должности по королевскому дворе камергера, маршала Богемии, одновременно земского гетмана Богемии и Моравии. В 1315 году ему было предъявлено обвинение в заговоре против короля, и он был брошен в тюрьму. Через полгода он был освобожден благодаря поддержке со стороны некоторых дворян и королевы вдовы Эльжбеты Рыксы из Польши, которая была его любовницей. Эта ситуация заставила Яна Люксембургского выступить с немецким войском против чешского дворянства. Конфликт закончился в 1318 году. Последние годы своей жизни Инджих провел в Брно, где основал свой собственный двор. Герб лордов Липа состоит из двух перекрещенных древесных ветвей. У Инджиха было 3 дочери: Клара, Маркета и Екатерина, и 4 сына: Инджих, Ян, Бертольд и Ченик. Они тоже занимали высокие посты при дворе. Пан Инджих из Липы. Год рождения неизвестно, год смерти 1415. После смерти Инджиха III Перкштейна, Генриха III Перкштейна, в 1402 году Гануш из Липы стал опекуном его сына Яна Птачка, и таким образом исполняющим обязанности правителя окрестных земель. Он завершил строительство Перкштейна и его укрепление по местной церкви Святого Матфея, в которой находится усыпальница его семьи. Когда Сигизмунд из Люксембурга вторгся и сжег Скалицу, городской бургов Раци Кобыла и выжившие после набега нашли прибежище у Гануша. Затем Гануш принял меры против разрозненных групп разбойников и половцев. Его отношения с королем были по меньшей мере необычными, судя по часто противоречивым источникам. Похоже, что в 1410 году королевские войска атаковали город Ротай во владениях Гануша, вероятно, после того, как он был назван бароном-разбойником и отщепенцем, который также мог принимать участие в осаде Игловы в Моравии. Тем не менее, в 1414 году он стал земским маршалом и жил вместе со своей женой Маркеттой из Штернберга в Шпильберге в Брно. Лол. Прикольная история, да. Давайте, короче, нападем на его город, а потом сделаем его маршалом. Может, он так классно защищался, что они такие, блин, не, он должен быть маршалом, вы че? Так. Черчез ла Фейме. Я обещал свою помощь Яну Зайцу. Этот дворянин, преступник и баконьер еще не сказал своего последнего слова. Я не знаю, что он задумал, но в его планах явно фигурирует Ловчий и его жена. Теперь я знаю, что ничего хорошего не задумал. Заяц намерен заставить Миколаша подписать признание, что он никогда не сделает добровольно. Впрочем, если его жена Маргарита окажется в наших руках, то наверняка передумает. Что бы мы ни сделали, но план Зайца сработает только тогда, когда Миколаш поверит, что Маргарита в опасности. Мне стоит поторопиться, ведь Ян Заяц хочет воплотить свой план в жизнь как можно скорее. Ну что ж, погнали. Покушать можно. Секундочку, ребят.
Так. Продолжаем, а я вебку пока выключу, потому что кушаю. И дверь надо закрыть. Hey, you! What the hell are you fooling around here for? Be off right now, or I'll fucking see you. There's something here. Ну чё, ждем, когда он, типа, потрубит в рог. А еще у Миколаш вроде раньше не было стажа. Так я думал после Эльтера. Типа он отвлечет его рогом, а я пока украду мадам. Ну или, не знаю. Кажется, не могу ее убедить ни в чем. Ну, подождем.
Ну, да, это создалось такое впечатление, но, видимо, нет. Может, хозяйственное. Опа. Я, в общем-то, поел. Поехали. Hey, you! What are you doing? Fuck off before I lose my temper. Это слишком просто. А он и Микулаш. Типа, чуваки, мне... я уверен, что все как-то по-другому должно происходить. Ключ от потайной двери. Снадобья всякие есть у него. Чё, как мне его похитить-то? Прям утащить физически? Ну, как-то тупо это выглядит. Типа Микулаш-то вот он здесь. Даже ничего не подозревает. Тишайший убийца, да. Типа того. Конем воспользоваться, конечно же, нельзя, хотя это первое, что приходит в голову.
Понесли. Так, знаете что? Я подумал. Я там еще стражника оглушил. Вот это вот как раз таки делать, наверное, не очень нужно. Это не очень полезная тема. Дождемся утра. Она пойдет за водой. И мы ее туда заберем. Это должен быть пафосным, бессмысленным. Да. Это правда. Я всегда был уверен в том, что в этом весь смысл фитнеса. Так, и вот она идет за водой. На глазах у стражников, конечно, я воровать не буду. Честнее было бы неплохо поболтать. Ну, сейчас до конца игры. Понятия не имею. Нахрена, привет. Как смог. Это... I'm honored. Голый тебе еду продам какую-нибудь. Тут, видите, у них это... Традиционно женщины таскают воду. Традиции и качество. Мишлен. Прошу прощения. Что-то не в то горло. Как говорится, попало. Чуваки внизу никто не видит, как чувак в доспехах утаскивает женщину в лес.
Я отходил, зачем деваху похищаешь? Чувак попросил. Говорит, надо ее похитить. Тогда ее муженек подпишет бумагу, в которой он, видимо, признается во всех грехах. Он, кстати, логово браконьера. Логово. Просто стоянка браконьера. Только то не пойду, потому что если там браконьер ходит, то он меня спалит, что я человека похищаю. И доложит местным властям. Жаль, что мы не можем ни на кого доложить. Да, это жаль. Да, вот это чайку налить. О. Здорово, мужики. Good work, Henry. Now we have to act fast and sort out Nicholas. Are you all right? Курва, так что я только рад. Лол. I don't think about it much. What next? Take this confession. Go to Nicholas and make him sign it before you tell him where Margaret is. What if he refuses? You'll have to make him, one way or another. I'm not complaining, but couldn't you go to him yourself? Believe me, I'd rather not drag you into it at all. But if Nicholas sees me, he'll go straight for my throat before I get a word in. The only way to avoid bloodshed is if you go. I see. Yes, you're probably right. And what if he attacks me? Then of course you'll have to defend yourself. If you knock some sense into him in a duel, all well and good, but don't forget we need him alive. So keep a cool head. All right. О, Let's hope it doesn't come to можно его that. не убивать. I'll get to it. Here's the document. Don't forget to tell him he should get the hell out of Talmberg before we take it to the castle. Where will I find you? I'll wait for you in the clearing. Be quick. I don't want to keep poor Margaret here any longer than necessary. I understand. Сидит такая. О, черный Лукаш, привет. Письмо пленника. Who could have betrayed us? Не то. Кто-то же, кстати, признал, да. Признание Миклаша посчитать нельзя. Признание Миклаша Анделя преступление, которое он совершил против Яна Зайца. Can I do anything to help? Aye. It's fucked up, Henry. I'm out of here. I have to disappear, see? Так. And you're just gonna leave the hair in it? I'm a poacher, a thief, and a murderer. But he's fighting for his honor, don't you see? If he pulls it off, I'll just be a hindrance to him. You never know what might happen. He may need you yet. But so be it. Not so fast. You're right in it with all the rest of us. And who's gonna stand in my way? You? Look, I've done some poaching for hair,
but he's not worth getting killed for. You'll see it my way if you've got any sense. That's for me to decide. So off you go. What can I do? I need some help. I've got a pretty good stash at home. Been saving it for a rainy day. Ты живешь на отшибе дома, на отшибе деревни. Эх. All right, but where is this cast iron reserve of yours? Or is it more like a gold reserve? I wish. Типа, когда воровал девушку, Ильтер, тогда должно было быть. Tankard in my cottage, hanging on the wall by the hearth. Good hideout. That wouldn't have occurred to me. All right, I'll go and take a look for you. Thank you very much. So, have you got it? Not yet. I'm working on it. I don't want to rush you, Henry, but it's urgent. I can't sit on my ass here forever. И забей на эту челика, типа того. Yeah. Погиб. О, привет. За его домом на туи следят. Еще и пес тут. Почему украсть-то вообще? У каждого шейка должна быть заначка на черный день, потому что если ты занимаешься нечестным ремеслом, этот день обязательно настанет. Ну, за домом реально следили, но это не имеет никаких последствий. What do you want? I know where your wife is. Well, speak. Where is she? Hannikin Hare is holding her captive. How do you know that? It makes no odds. Just listen to me. What, you whoreson? Tell me where she is right now, or you'll rue the day. Bluster all you want, but if you ever want to see Margaret again, you better get a grip on yourself. Where is she? Tell me! Yeah, you scratch my back, and I'll scratch yours. Sign this parchment here, and I'll tell you what you want to know. I, Nicholas Angel, do hereby confess... Conspiracy against Sir Hannikin Hare? Just in proper punishment? What? You must be out of your fucking mind. Never.
Sign it if you cherish Margaret's life. I can't vouch for what Hare might do. Hare's bluffing. He'd never harm Margaret. I wouldn't be so sure. If you take a man's sweetheart, his home, and his job, and leave him in the shadow of the gallows, you can't expect much mercy from Ну, him. типа да. So, I have your word of honor we'll be allowed to leave. I swear it. Neither Hare nor I will stand in your way. There. Now tell me where my wife is. There's an old mine gallery, a little to the south of here. Margaret is in there, alive and well. I certainly hope so. God bless. Can I help you? God bless, can I help you? А можешь обучить меня Can стрельбе? you teach me to be a better archer? Certainly. Конечно. I want to... You can't become... Спасти. Good luck then. Такая резкая смена настроения. God bless. How can I help you? Сейчас слово бюргер. И в желте зарычало. Благо я только что перекусил. Да, да. Я думаю, все же придется его сначала побить. Ну, я подозреваю, что там третий вариант же был его напугать. Вот, и если профукиваешь убеждение, то, наверное, побить, да, приходится. Так, какого черта вы все еще здесь, чуваки? Вы на полянке должны были быть. Ну да ладно. So, have you got it? I have it for you. A pretty necklace. Your mother's, was it? That old whore didn't leave me as much as a piss pot. No, I pinched this from Lady Ophelia when I was a groom at Stanberg. Thanks. The coin I get for this will keep me going for a while. Maybe we'll meet again one day. Who knows? So, have you got it? It's done. He signed it. Voluntarily. Yes. More or less. Well, I'm glad it's been done without bloodshed. And what now? Will you take the confession to Talmberg? Да нет, We'll конечно. go together. Вместе. I need you to bear witness. М-м. I've been gone for years, and I'm not sure they'll take my word for anything. Well, I hope they do believe you. Otherwise, we're both for the noose. Don't worry. Divish won't forget our former friendship so easily. Are you ready to go? Ну, да, погнали. А, мне варианты даже не дали. Anakin Hare. I never expected to see you again. It was the will of God that I returned. You realize that Sir Henry of Lipa has never repealed his sentence against you. I'm duty-bound to arrest you and turn you over to the provincial court. Perhaps. But will you read this first? Henry here is my witness that your master huntsman Nicholas signed it himself. This ought to change their minds. It might. I'm sorry, Anakin. I always trusted you. But your guilt seemed irrefutable. Nicholas was very thorough. Oh, there's no doubting his own confession. Captain, Yes, sir. have the Master Huntsman arrested. That won't be necessary. I don't think they'll find him. I understand. So, what's to be done with you now? Его сделать ловчим. Poaching?
and kidnapping the Master Huntsman's wife. You see my difficulty. I know. I can't stay here. Hmm. It's enough to know my name is cleared. I'll have a letter drawn up to recommend you to the service of Sir Vincent at Vellish Castle. Thank you, sir. But if Nicholas has vanished and we're sending you to Vellish, then who's going to be my master hunter here? Чё, There's Инжи? one obvious candidate. Да Henry ладно. here. Help me bring Nicholas to justice. And he's no disgrace as a hunter. Really? Well, what of it, young man? Лол. Типа, что, мы на него работать будем, или как нам дом выделят? Давайте. It would be an honor, sir. Good, good. Then I hereby name you Master Huntsman at Talmberg Castle. My Chamberlain will tell you more about your new responsibilities. Мастер ловчий Good получил luck to you, достижение. Hannigan. Hannigan. Thank you, Henry. I could never have managed it without you. God willing, we will meet again one day. Теперь у вас новый дом. Вы можете здесь спать и сохранять игру. Ей, теперь это мой дом. Лол. На турнир. Насрать на турнир. Еще 1000 раз будет. Check the supplies like I told you yesterday. No, sir. I checked and it's empty. Так, Пандиш, а кому мне обратиться по поводу моих новых должностей, моей новой должности? Сейчас, секундочку. Себе покушать притащу еще кое-что и пойду.
Фоксе, Виглов. Неплохо. Ну ты, Соня, тебя даже сожжение скальца не разбудило. Нас выпустят, это точно. Надо-то всего лишь с тачками на охоту сходить. Так. God grant your health. How may I help you? Да. God save Master Chamberlain. Here I am. So I see. And what do you want from me? I'm the new Master Huntsman. I was told to report to you. Aha, yes. That whole business with Nicholas was, how shall I put it, rather unfortunate. Well, I won't keep you with the lamentations of an old man. Now, to your new duties. You're to supply the castle kitchen with game and protect the woods from poachers. Although there shouldn't be too many of those now. No, I expect not. And when shall I start? Right away. Sir Divish is planning to hold a banquet soon, and he wants venison for it. Right, I'll get going right away. By the way, the Master Huntsman should get a hunting bow and appropriate livery. You'll find everything in the lodge, which is also yours for as long as you hold the office. I see. That's good news. Yes. Nothing but good news. Run along now. Take care. Ну теперь иди, отстань от меня, типа. Погнали. На оленя. Мясо надо прям камергеру понести, лол. Она сам готовить будет. Кто-то воду обонил. Итак. Это какой-то супер лук. Ну тут шкуры есть в основном. Тут все мое добро. Угу. Куча всякой жрачки. Не знаю, что если звездочка есть, значит кошмарская сила есть квест. Да, это я помню. Просто мне вот буквально сейчас дали квест, я поэтому сразу же на него и это стыгился. Ух, так. Бабос, карта сокровищ. А, здесь все товары вообще ловчего. Понял. Ну. Так, это не то. Явно не то. Где-то еще должна быть ливрея. Видимо, вот она. Зеленая туника, зеленый колпак. Узкие оливковые шорты. Давайте посмотрим, насколько это хорошие штуки или нет. Тесак мастера ловчего. Ну, видимо, вот. Так. Длинный лук все-таки себе оставлю свой, уж простите. Что, похож на охотника? Похож. Наверное, в лесу зеленая, кстати, одежда будет лучше.
вкусно. Чё тебе... Неплохо, Вигор, секундочку. Так, продолжаем. Ну что, давай, лесник, активируйся. О. Так вот, в лесу. Не, темный саксонский гамбизон все равно топич. Тут ничего не поделаешь. Они, короче, нам нафиг не нужны. Перчатки, кстати, полезны, заметность понижают. Сапоги вот вообще никак не влияют, так что можно тоже носить. Креветками он давится, видишь? Все, я могу легально добывать мясо. Ну и пытаться особо не изменилось. Ну, поехали. Ты что, не благородные олени? Ну, типа, не благородных оленей нету, есть косуля. Но в этом месте место охоты на оленей. Тут их как раз таки много. Да, неблагородных оленей не существует. Нормально, лазер. Не любимая моя, но нормально. Мясо законное, к слову. С моими продуктами, да, вот она мне не нравится. Типа, как-то прям вообще не то. Это да. Но у меня вообще с моими продуктами не очень хорошие отношения. Brought that game. Show me then. Here's your reward. I have another job for you. Sir Divish wants venison goulash. Can you take care of that? Certainly. Good luck then. Он сказал, гуляш из оленины. А мне говорят, принеси кабанину. Окей. То есть том-ям ты не ел? Я не помню, ел я том-ям или нет. Good evening. И каков он на вкус? Не, супы, типа супы норм. If I needed some food, who should I ask?
Who do you think, young man? Me, of course. And if you want something extra, I could help you out with that too. I'd like to buy something from you. Of course, lad. God be with you. I'd like to discuss the price. All right, so. This here and a little top up. Well now, thank you very much. Так, нам нужны кабаны. Кабаны, 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 кабаны. Кабаны. Сначала, наверное, поспать надо. У меня любимая пицца чизбургер в льнах. В тонате чизбургер тоже нравится. Папа Джонса. Мне тоже, вот, но ей прям очень. Я могу и на скамейке поспать. У меня вроде было еще какое-то спальное место. Показалось? Ой, я что-нибудь могу на скамейке поспать. А, ну вот, типа есть вот это. Отстой. 30% удобства кровати это маловато, честно говоря. А кровати-то кровати нету, да? Типа вот чувак спи на скамейке. Отстой какой. 50. Ага, на скамейке удобно типа спать. Вспомнил, как я спал на скамейке в отелях. Из такого самое неудобное это на 3 стульях спать. 3 стула в ряд ставишь и на них спишь. Просто кошмар вообще. Хотя наверняка все равно удобнее, чем в самолете. Пека-пека. Это скамейка с шкурой, говорит Владя. Ну да, но блин, это скамейка. Она довольно узкая, на ней особо не разлежишься. Шкура это, конечно, потрясающе великолепно, но хочется под собой какое-то пространство ощущать. Так, давайте чекнем ближайшего браконьера. Теперь у меня есть право его мучить. Раньше его просто так убивал, потому что он браконьер. А теперь у меня есть право на то, что его убивать. Надо им воспользоваться. Скамейка плюс шкура равно лавка. Думаешь, так это работает? Лавка прям. А, слушайте, логово браконьера-то есть, самого браконьера я не вижу. Потому что я его уже убил. А чьи-то лошади здесь пасутся?
Лошадь, 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 лошадь. Бычок, коровка, коровка, не бычок. Ладно, мы углубляемся в лес. Так, нам нужны кабаны. Поблизости-то кабанов я особо-то не знаю. Лошади для забега. Кстати, может быть. Там, где с тачком охотились. Ну, там был сюжетный кабан, а кабан-кабан, типа реальный кабан, я там особо их не припомню. О. An interesting spot. О, тут меня откинуло. Ну, увы, здесь ничего такого нет. Тальмберг. Да, эту карту мы находили. Реальный кабан. Там точка охоты на кабанов есть. Да? Ну, на оленей вижу. Ну ладно, погнали искать, что делать. Обычно кабаны в какой-нибудь луже обитают. Что такое кабада? Или О, место охоты на кабанов. Ну, ты. Если ты по кабади, то там кабади, а не кабада. Вижу. Target acquired. Чё, реально так тяжело? Чё у меня там такое? Ничего особенного. А, ну шкуры там накидал, да. Это есть такое. Жирный кабан попался.
Ну, у меня навык высокий. Тут логика поставить. Чем больше навык, тем больше из них мясо выпадает. Типа мы меньше тратим мясо в разделке. Что имеет определенный смысл. Прости, чувак. Прости, стражник. Эй! Так, он где-то внизу камергер ходит. Что-то я не понял. На кухне тусит? Нет. Камал лучшая цель для охоты. Мясо много попасть легко. И косуль фиг пойдешь, и не заяц фиг пойдешь. Ну, олень еще норм. God be with you. I brought that game. Show me that. Here's your reward. Before you go, one more thing. Lady Stephanie has expressed a desire for deer kidneys in cream sauce. Take care of it. Я только что их я продал. Ну ладно, чё. Пойдемте купим обратно. Сколько Погоди, стоп. Оленей или косули? 8 штук. Почек косули. 8 кару. Да ты с ума сошла. Сошел. 8 почек. Они у меня просто стухнут, пока я их столько насобираю. Вот это норм квест. Ты их замани в одно место и динамитом. Пум-пак, пек-кулек, поки-пупики-пеки, жбаби бабулек, может пупики-пек. Пупа-пек, бабук-бибок, бабики-жбубобик, пек-пук, папу-пек, пук-папу-пи-пупик,
Пипек, кипук-попек, пи-буба-би-боба. Пум-па-пим-па-пум-пи-пим, пим-пу-пам-пи-па-па, пум-па-пем-пу-пам-пи-пум, тунти-дунти-да-дан. У меня их две, кстати. Тан-та-тан. Одинаковых тут карты. Пам-пим-пум-па-пом, пем-пу-пи-пу-па-попик, пек-пик-пак-пупек, пубики-буба-бобик, пим-пу-пум-па-пум-па-бем, пем-па-пи-бу-па-пим, пуби-бам-бу-бем, бем-бум-би-ба-бум, пум-ба-бум-би-бум-ба-бем, тум-пи-ту-пи-ту-пам, пим, пим-пу-пам, пики-ки-пем, пим-па-пу-пи-попек. Let's talk. Here. And something for your trouble. За что такое гневное сюда килограмм мяса? Олень более пугливый, хотя лучше добыча сбойник в немецких латах. Насчет оленей, которые более пугливые. Но они здоровые, в них попасть элементарно. В отличие от косуль. Типа как кабан менее пуглив, чем олень. Да, пожалуй, и не такой быстрый. Олень здоровый, просто с огромного расстояния может пострелить. Без особых проблем. Заяц, хрен попадешь, да. Олени и кабаны, я бы так сказал просто. Если бы вообще выбирать олени, косули, зайцы, кабаны, то я бы выбрал оленей и кабанов. Топовые ребята. Слишком высоко беру. Одного убил. Мимо. Блин, скачут. Еще так безумно. Так, одна почка есть. Осталось еще 7. Черт! Готов. Две почки есть. Песик косуль на один контрит. Песель, понятное дело, песель вообще имба. Да, что это такое было вообще? Да, косули худший вид вообще дичи. Готово. Две почки, отлично.
Охота, левелап. Мясо я уже насобирал дофига. В другое место охоты на косуль. Неплохо. Неплохо, Вигов. Ну, видимо, из какого-то сатирического, наверное, фильма. Фу! Да ладно, камон! Тут у мужчины тыква. Что это такое? И гораздо ниже буду брать. Сказал я и снова взял слишком высоко. Попал. Ну, соседа вообще ничего не смутило, да? Хорошо. Косули, когда покусали тролли зайцы. Перевес. Ну что, придется выбрасывать сотки две чистейшего мяса. Обидно. Как думаешь, нормально пить вискарь в полдень? Я бы сказал, Ильнах, что пить вискарь вообще ненормально. Время суток тут не имеет значения. Но, опять же, что есть норма? Вопрос в основном в этом. Может, человек, который пьет вискарь в полдень, каждый день пьет вискарь в полдень, для него это действительно нормально. Ладно, не буду. Ну, так типа... Хочешь, пей, кто мешает-то? Дети в Африке голодают, а он вискарь пьет. Ну так все правильно, Субгейм. Дети в Африке голодают, а он пьет вискарь, чтобы не есть еду, которая предназначена для детей в Африке. Все правильно делают. I brought that game. Excellent. Here's your reward. I have another task for you. A hare feast is being prepared.
Go and get some game for it. Very well. Зайцев. Goodbye. Так, спирт это тоже еда. Так и запишем авторитет Скретмана, избавляет от алкозависимости. Авторитет. Известный модельер. Нет, Ян Заяц, он, которого мы тут спасли. Его надо поймать. Опять. Вообще, наверное, надо в таком вот виде продавать мясо. Тан-та-тан-та-дан-тан-та-дан-дан-да-да-да-да-дан. А мяса зайца не вареного у тебя нету, конечно же. Конечно же нету. Can we do? Well, here you are. Thank you. Так, ну коль мы занялись охотой, погнали за Барбосом. Такие, да, он имба, но что пойдете, он нам тут полезен будет. Западня, вооруженные чужаки. Шашлык из мяса? Ты имеешь в виду пожарить его, а не сварить? Нет, нельзя почему-то. Чувак, о чем ты думал? Вся твоя жизнь улетела в мгновение. What have you come to see me about? I'd like to take Mutt traveling with me again. All right. Take care of each other. А мяса у меня, по-моему, уже с собой нет, да, особо-то? Да. Послушай, 76. Ну да, Вигов, наверное, ты прав. Половец! Чего-то или кого-то ждал. Ai, te cuidado! Oot pois me kapot!
Че, бабосик, человеченку будешь? А, пикако, пашпеко, кешко, пако. Я думал, ты уже всех полов спивигательно. Нет, это шо, их еще много. Good boy. That's my boy. Look what I've got for you. You'll love this. You love this. Да, послушность выросла. О нет, собака. К сожалению, да, потому что надо охотиться. А собака это изейший просто. Любимая Таранина. You love this. Look at my boy. You love this. О нет, собака. Чё, Мацуш, Фейтс, как у вас-то дела? Да, походу, неплохо. Would you have a job for it? Maybe you're in need of some supplies? Fresh meat. Oh. No problem. I can go to Ratai and buy some for you. I could send a stable boy for that. I'm talking about game. Game? But that's near impossible to buy. I'd have to hunt Он it myself. молчит, что он And that's against the law. браконьер. Of course. I'd pay you well for anything you bring me. Even more if it's something in particular I want. And if you help me out here and there, I'll teach you something useful in return. О, That's круто. an interesting proposition. Interesting proposition. Деликатесы. Are you after some meat? I've run out of boar meat. It's a nuisance. Folk come here from far and wide for my boar goulash. If you could bring me some, I'd make it worth your while. Хорошо. Пом пик пик пок пу пипу пок пипу кике кипо пипек пу пипу папо пу папо пипу пу пипу пам 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 пу би бум бум бо пипа би бу бо би сы Собявка. 10 килограмм кабанина. 10 грамм. Да, это так-то вообще копейки. Типа это ногу у кабана отрубить и все. Охоться. Let's hunt something, eh? Hare. Заяц. Давай, тащи их сюда. Так, вот она, лужа кабанов. А вот кабаны. О! Готово. А не, кабана-то не бей, блин, заяц, все сказали зайца, зайца. Вот, смотри. Твоя собака устала охотиться. Ну, ёк-макаёк, нифига не поймал, уже устала. Ладно, я сам умею стрелять.
Блин, лошадь, я что, с тебя мясо предыдущее не снял, что ли? Снял, что? Такая тяжелая экипировка. Что я там такого тяжелого ношу с собой? Ну, типа, да, броню всю. Ох ты ж, матушки! 2 косаря стрел я с собой таскаю. Вот что я с собой таскаю такого тяжелого. Ясно. Два косаря стрел. Так, не, ну... 2 косаря-то можно смело выбрасывать, как бы. Погавкал и устал уже. Собака, ёк-макаёк, устала охотиться. Ладно, ладно, я сам. Тщательно готовился. Это что за домик в лесу? А, тут этот чувак жил. Косаря стрелса вытаскал все это время и думал, что не так. What's wrong with this? О, здорово. I have plenty to sell. Venison, wild boar, hares, partridges, just say the word. С ним теперь можно торговать. Show me what you have for sale. Лол. Вот так вот квест пошли до баконьера. То все эти стрелы формировали бы плотные колючки. 15 зачатин. Чувак, это мало. Слишком плохой поставщик ты. What'll it be? Isn't poaching, well, forbidden? But I'm no poacher. And what are you then? I'm a travelling butcher. A travelling butcher? That's a new one. I'll tell you what, hand over a few groschen and I won't turn you in. Come now, no need to do anything hasty, is there? Here you are, and I trust you'll leave me in peace. Thanks. I'll be going on my way then. Yes, yes, you'd best be off. О! Найс. Неплохо, барбос. Mother of God! Почему в зайце мясо благородного оленя? Что ты тут делаешь? Это не браконьер, это какой-то некромант. Он проводит эксперимент над животными. О, еще заяц. Good boy.
That's a good boy. That's my boy. Look what I've got for you. You'll love this. Ты буху давайте дадим. Послушность 100. Счастлив как пес. I've got the meat you wanted. Great. Nothing like the aroma of fresh game. Here you are. You've earned your grosh. Are you after some meat? Indeed. I was going to do hare and cream sauce. I've got everything I need except the hare. I've got the meat you wanted. Держи. Ему 6 всего лишь. О боже, этот парень мой любимый. И тут ты видишь, что эти фразы повторяются. Кроме вот этого. Окей, погнали. Можем заодно сразу же за оленями сходить. Ахмед, ты привет. Класс прикид у Индра. Я, конечно, в курсе, что это комбинезон и все такое, но выглядит как перешитый дедов ковер. Перешитый дедов. Не бабушкин, главное, а дедов ковер. А дело в шляпе или именно вот в самом комбинезоне? Зато он великолепен для маскировки. Если бы была лисичной, то все так. Ctrl-C, Ctrl-V, Production. Ну да. Ну, типа, не фатально. Хотя бы он разные фразы говорит про то, для чего ему нужно мясо. Мясо портится. До состояния, когда его уже нельзя сдать, ну, часов через 10, наверное, где-то так. Ты за оленем погнался? Ты что, оленя замочишь? Серьезно? Так. Выглядит жутковато. Кого-то закопали в землю наполовину и замочили. Это отсылочка к чему-то? Ой, в попец попал. Пес подошел, ты поел.
Так. То есть сам комбинезон максимально ковровый, а с шапкой это уже особо отдельный уровень моды. Ну, ППШ в руки не хватает, да? Я только что здесь видел косуль. А, вон они. To me. Да ладно! Камон! О. Слишком высоко опять. Да я их с меча уже могу отрубить, наверное. Ой, да ладно, серьезно. Красавчик. That's a good boy. That's my boy. Я их выкину уже или нах? Look what I've got for your love. Yeah. Yeah. Так. Нет, это место я все-таки разведывал. Хелптекер, что ты делаешь? Не показалось, или ты богонерствовал? Что он тупо заст, не кстати, не он стал киберимплантов. Я вообще-то ловчий, что он тупер. Официальный ловчий Тальберга. Пана Дивиша. Так что, знаете ли, имею право. Это не богонерство, это охота. О! I've got to meet you. Great. Nothing like the aroma of fresh game. Here you are. You've earned your grosh. And as I promised, I'll teach you something. О! Карманной краже обучил. Ей! Это странно. First you have to... Well. Goodbye. Ну кто дал официальному порчу пана кого-то там топтать панову капусту? Это право было у меня по праву рождения. Это право мое по праву рождения. Теперь поспешим в Тальберг.
Еще одно место охоты на оленей узнали. О, Миткерашире! Прям в центр лагеря половцев позявился. Неплохо. Мицкерашире. Эткеров и Буча. Пичабу, пичабу. Ах, жаль, хотел тебе пару грошей получить. Ну ладно, пан. Они все гонятся за мной. К слову, в начале игры они за нами на лошадях гнались. И все, больше этого не было. Ни разу. А у нас с тех пор лук появился. My humble greetings. How may I serve you? I brought that game. Here's your reward. Now, listen well. Sir Divish has decided, in the light of recent events, that we should stock up the castle food supplies. But the farmers can supply no more, and the merchants are afraid to take to the roads. So he decided we're to stock up on game meat. I see. I'll bring what I can. See you later. Кабанину именно надо. Сколько на кабанины? А, кабанины, мясо благородного оленя и зайчатина. Все надо ему. Нифига. Ну, все, кроме зайчатин-то у меня есть. Осталось зайчатин, да? И чуть-чуть еще мяса благородного оленя. Come on! Чувствую, официант дичь. Олени почки для квестов или кормить, да. Олени почки и лакомства охотников и дворян. Остались зайцы.
Почки нужны, чтобы их есть. Let's hunt some hare. Ну, я подозреваю, Гаррет, что было бы не лишним их приготовить для начала. Nice job! Эй, это я упустил. Себе заслуги чужие не бери. Наверное, я не знаю, как, ты без понятия. Другое дело. Ха-ха! Это был мой выстрел, не твой. Охота, левелап. Наносите диким животным больше урона, и вы можете есть сырое мясо. Давайте больше урона, хотя они и так ваншотаются, поэтому не знаю, какая разница вообще. Незаметности ты брут. Давай, это твой. Good boy. That's a good. That's my boy. Psa, level up. Look what I've got for you. You'll love it. You love this. Ничего, надо замечательно. Вряд ли попаду. Попал! Офигеть, с такой дистанции. Дал псу под зад левела. Левелап навыка пса. Обращу внимание, а не просто какой-то там левелап. Это чей-то лагерь был, да? Теперь не чей. Это был половцев сюжетный. О, голод, нифига себе. Ну, раз уж я потерял бонус, то давайте поголодаем. Для ачивочки. Там камергер, это камергер. God save you, Henry. Да храни. Мы поболтаем. Hey, what do you think you're doing? Get the hell out of here. Окей, поболтаем давай. Я тебе квест принес. Lost something here? Да! Наконец-то. I'm honored that you should come to me. Я тоже почтен, только херня не страдай. Забирай у меня мясо и все. Good, good. Here's your reward.
that will be all for now. The stores are full, and neither Sir Divish nor Lady Stephanie have any further demands on your hunting services. God be with you. Круто. Дело завершено. К слову, по псаря, что там за навыки у нас? Взять, нюхать, сторожить. Взять давайте. Нападать на людей звучит как круто. Да, нос не чешись. Лошадку. Да, покормить, наверное. Итак, смотрим, влияет на прокачку то, чем мы его кормим, или нет. Прогресс 16%. Поверх голода заодно еще. Вареное мясо зайца. Смотри, пса, сам есть хочет. 23. То есть мы вкачали 7%, правильно? Снова даем военное мясо зайца. Должно быть 30. Алло, я кому мясо дал? Варить в открытом огне. Оп. 30-ка, да. Теперь давайте ему какой-нибудь деликатес. Вареное оленье мясо. %8. Ну, я подозреваю, что там просто дисперсия. Там типа не 7, а 7,2. Знаете, в таком духе. Оленья печень. Совсем неплохая, но если добавить немного жира, лука, копченой гудинки, слегка обжарить, это будет просто божественно. Так, 38. Должно быть 55. 45, в смысле. Да, так и есть 45. Короче, вообще, я так понимаю, все равно чем его кормить. Давайте почки косули. Настоящее лакомство. 45. Должно быть сейчас 32. Спасибо, пишу 30. 52. Наркоман. В общем, можно, в принципе, качать собаку, просто скармливая ей еду. В больших количествах. Абузер. Переедания вроде как нету. Давайте потроха проверим. 59%. Сейчас должно быть 66. Так и есть.
Не знаю, кабана. 70, соответственно, 3. Так и есть. Если песель какую-то откинет. Сомневаюсь. Вообще у умных собак есть стоп на еду. Под умными имею в виду нормальными. Не тупыми. Давайте проверим, насколько качается от похвалы. 88%. (92) На 4% просто от фазы. Накапливается ли это? Типа сейчас 96, теперь 100. Да? Можно даже мясо не тратить, просто вот так вот делать. Пошли, волки могут наедаться просто впрок, говорит Фоксем. Ну, Фоксем, между собаками и волками довольно сильное отличие. В том-то и отличие, что собаки уже нифига, типа, не хищники. Прирученные животные зависят от хозяина напрямую. Живут в изобилии в целом. Эльнар, я экономлю время. За это говорит Фоксем. В смысле? Ты же сильнее не столько. Да настолько. Много собак было. Это вообще ничего не значит. Это типа, есть ли у меня, не знаю, химическая лаборатория, чтобы понимать химию? Такой вопрос задаешь, Фоксен. Своего мяса собак не ест. Ест, Эльнар. Все, ты хочешь вообще до максимума? Нет, до максимума еще хотя бы на левел, а потом какой-нибудь псая апнем. Ну да, это бус работает, конечно, еще по-тупому. Вообще, собака прикольная как взаимодействие, дополнительная механика, но, конечно, она довольно грубо сделана. Back to the mill. Home. Колес проходи освобождения. Хиппи, привет. 13 левел. Может, пса больше шансов вызвать течение у врага. Врага и валить на землю. Как-то так. Скорее всего, таки и правда задуман, потому что качать собаку, занимаясь именно охотой, максимально долго и потно. Ну, ты реально думаешь, так и задумано? Нет, мне кажется, тут просто не продумали. Вот как раз таки, просто не продумали, подзабили. Типа, да ладно. Я говорю, что собака может быть сытой, но при этом, если ты ей еще дашь еды, она съест ее, это не зависит от ее ума, это инстинкт, Фоксем. Как скажешь, Фоксем. Почему-то, ну, типа, тупой пример, да, мол, с кошкой нашей, например, так это не работает. А кошка куда менее прирученное животное, нежели собака. Собак приручали очень давно. Кошек относительно недавно. То есть у кошек инстинкты более сильные, чем у собаки. Имею в виду животные, такие дикие. Некорректно сравнивать с кошек собак. Наверное. Корректно было бы обратиться к какому-нибудь специалисту по собакам, а не просто к человеку, у которого есть собака, и он думает, что это так. А если даже есть собака, то надо провести эксперимент.
Собака есть, пока не наестся, но кот может жрать, пока не лопнет. И вы каждый день собираете кота по кусочкам, да? Все были умны. ОКД ЗКС. Фоксэм, я еще не знаю, что это означает. Для меня это все, что ты сказал. У меня было 3 собаки, и все были умные. Жбубалек, Попипек. Я такой, ну раз Жбубалек, Попипек, ну тогда, да. Тогда что я могу сказать? Ты победил в споре. Жбубалек, Попипек, это, конечно, да. Пока блевать не начнет. Сильно. Пам-пам-пам. Сейчас подойдет. Защитный курс. Я не понимаю, как это связано с их поеданием, Фоксэм. По-моему, вообще никак. Так. Наложи еду и отойди. Ну ты просто стал связывать их в корешку с их умом. Так. А как связан... Ну, окей, объясню, короче, что я имею в виду. На мой взгляд, способность собаки воспроизводить какие-то действия, тренироваться, это, конечно, классно, но куда большим показателем интеллекта для собаки, для меня, было бы способность понимать, что тебе хватит жрать или тебе будет плохо. Это, по-моему, гораздо более явный параметр интеллекта. Просто базовая вещь, типа, не ешь, тебе будет хреново. Очень просто. Животное, которое не может понять, когда надо остановиться, на мой взгляд, не очень умно. Я говорю не про вид в целом, сомневаюсь, что это, в принципе, на вид в целом распространяется. Я про конкретных представителей. God save you. Деньги появились. Не то, чтобы они мне были нужны, но... God save you. Не все люди могут становиться жрать. Именно, Эльнар. Типа, есть куча людей, которые умеют делать... Есть куча людей, которые умеют, не знаю, трюки исполнять всякие там, да, жонглировать и так далее. Но при этом не могут связно предложения произносить, например. Или заниматься творчеством. Ну и вот, вопрос, что мы считаем умом.
Someone there? Так, ачивку еще не получил, но голодать нет. Станьте ловчим таймер. Это я получил. Ты говорил, что если просто стоишь на месте, то не голодаешь. Но видишь, сытость не тратится. У меня голод сейчас эффект есть, но сытость не тратится. То есть вот оно как на 45 сидит, так оно и сидит. Это река в Томской области. Неплохо, хиппи. Есть какая-то ачивка, типа голодать 4 дня или что типа того. Я не уверен, что она таким вот образом достигается, но кто знает. Наверное, надо в реале гонять двое суток. То есть, если хочу стать умнее, мне нужна речка в Томской области. Нет, если ты хочешь лазер, то ты знаешь, в какой области его искать. Я бы так сказал. Так. К слову, а нам это что дает голод? Выносливость снизилась, в итоге твое здоровье начнет ухудшаться. Выносливость, ты что с ним? Так. Че, к корчмарю или продаю цен? Давайте сначала к корчмарю сходим. I hope I can be of some humble service to you. How are the Talmberg folk getting on? Is it peaceful here? Do you even have to ask? Some poachers have settled in the woods near the inn. A right band of them too. The master huntsman's at his wit's end with them. Это я ловчий. Use your help. See you later. Окей. Ты как-то поздно об этом рассказал мне. А, тут все славно будет. Окей. Поехали в крепость. Все, кто хочет и да, управляют в Томской области. Хиппи просто рекрут-менеджер Томской области. Это его идея была переименовать речку в реку Всем говорили, да хиппи, это безумная идея, вообще как-то поможет. Да, ща одному стилю расскажу и попрет. Страшила. Да. Пандиш, привет. Greetings. What business happened? Can I be of service to you, Sidovish? I've heard talk that something is going on in Pribyslavitz. Henry, you've come at just the right moment. I sent a man to Pribyslavitz. My locator, Marius. Так. What's a locator? A land allocator. I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. Круто. You're planning to resettle the village? Yes. Why Pribyslavitz of all places? Because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havelmetic years ago. It's about time that changed. Well, it should be safe there now. We trounced that rabble on the battlefield. Yes, and that's why I sent my master locator there. However, he should have been back long since.
If you've no objection, I could go and look for him. I'd appreciate that. He probably just got delayed. But I'd be happier if you checked it out. Good luck. Хорошо, выдвигайся в мой лорд. Эх, вот страшил. Вот бы они бесились, их от 3-часовой молитвы отвлекаешь для реализма. 3-часовая молитва. Приходит к тебе такой чувак, да, которого ты видишь там раз в неделю. Пан Девиш, есть какой-нибудь квест? Ты такой, что такое квест? Что ты мне хочешь? Есть какое-нибудь задание? Ну я уже всем задания разослал. Что ты такой пришел? 41 километр. Ну, нормально такой, наверное. Я не знаю. Насколько вообще длинные реки. Без понятия. I don't know. An interesting place, isn't it? Я! Он немец просто. Я! Может, лошадь немец? А, кстати, неплохо. Чистокровный немец. Лошадей на обязательно говорит, что он чистокровный. Как будто все заводчики лошадей нацисты. О, господи. Эта штука рогатина, потому что чувак вот так вот делал, типа. С троянским происхождением. Он, наверное, наверху тусит. Че, бандюки вернули, что ли? Alarm! Gone weaker than he's have you. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. We are. Come here, Lily. Come on. 2 arms! Get over here! Call that combat. Bugger! Yeah. Is that all you've got?
Скачи, моя лошадка. Прям пошел псих, внезапно начал всех бить. К слову, с ним можно было поговорить. Но, скорее всего, с ним диалог был бы что-нибудь типа: отдай мне все деньги, или я тебя убью. Я даже встать не успел, я его зарезал уже. Если не то ли в этих бесшумный убийца. Так, я ж как еще одного где-то в углу зарезал, нет? А, во. Ты делаешь без уважения. Ну да, как-то не очень красиво получилось. Итак, они, наверное, где-то его держат. Землемера. А вот и он. Привет. Thank you. My pleasure. Sir Divish sent me to find you. And it looks like I arrived just in time. God's truth. I'm Henry of Scalith. My name is Marius Belek, Master Locator. Sir Divish sent me here to survey the area. Well, the outlaws are out of the way, so we can go and report to him, right? Not just yet. Those bastards caught me as soon as I arrived. And so far all I've seen is the inside of the tent they tied me up in. I still have a job to do. Come along with me if you like. We'll report to Sir Divish afterwards. I'll escort you then. At least I can make sure you don't get caught again. What? Are there more of those bandits around? No, I just meant... Never mind. Ну, а вдруг есть? Присоединиться к нему его осмотр предоставится. This is a good spot for the rat house. Every village must have one. It'll be nice and prominent here. It's on the hillside, so the foundations will stay dry. It can have its own little square, close to the church. There's no better site here. The church is still standing. Good. Good. Whoever built it did a good job. Considering how old it is and what it's been through recently, it stood up well. It won't be an easy job to fix it, but it can be done. Timber alone won't do, though. Типа зодчий. Как он там? Землемер. Ну, типа зодчий, да. Master Locator, по-моему, называют по-английски.
We could fit at least one tradesman's shop here. Maybe a baker's? Мастер большие уши. Почему, Эльнар? There's quite a lot of space here. It just needs clearing thoroughly. Then we could even fit stables here. Конюшни в лесу. Main approach road and the stream. Ветряная мельница? Водяная. This bridge needs reinforcing. It won't last long in this condition. I reckon it would make sense to build a weir over the stream down there. The water here is clean and can be used to supply the village until we sink a well. It's a good thing we have this stream. No point in building without a water source. Локатор на уши. Что стены нет. Supplies and trade will flow through here. I can't even see past the trees and ruins whether there's room for anything there. But at least the trees are strong and healthy. All we need is a few good woodcutters, and we won't have to bring in any timber from elsewhere. О, научное достижение анорексик. Голодайте 3 дня. Пойдет. Ну что, пора нажраться. О, бой мечом, кстати, 20 левел. И, видимо, левелап. Или что, звук-то почему? Видимо, стоит замок. Видимо, да, винтер-пост, да, стоит. На самом деле, господа, перед хитом перерывчик сделаю. Сегодня спал где-то 4 часа. По итогу. Остался вовремя, но... Stone foundations. They'll come in handy, and we're close to the stream. Не, но он имеет в виду, что есть вода удобная, что колодец можно пока не сразу не копать. Вот. Он рассуждает в целом, что если бы даже бы и колодца, видимо, бы не было, то нельзя было покопать, то так, ГГ. Но там вот здесь промысловицы бы и не было, я подозреваю. Ну, я уже проголодался. Быстро. There's a well here already. Да, кстати. All the better. Я что-то забыл совсем про колодец, который здесь уже есть.
Кисы заходят. Пекисы. A big space, clean water, close to the village green. A good site for an inn. That's that then. Most essential surveying is done. So, Master Locator, ready to start building? There's a long way to go before that. The few ruins that are left are basically beyond repair. It's all overgrown with brush. Oh dear. We'll have to get it all cleared before we can start rebuilding it. So it is possible to rebuild everything? Yes, absolutely. But building a whole village is no small enterprise. We'll need timber, lots of it. Which isn't a problem in the middle of the woods, of course. We'll have to hire wage labor to begin with. Quite a lot of men. I think we should get started without delay. There's a lot of work involved, but it'll be well worth the effort. I can just imagine it. The church will dominate the whole settlement. Oh, that's good news. When will you inform Sir Divish? Why wait? I'll head to Talmberg right away. But would you keep an eye on things here in the meantime? It would be rather embarrassing to run into more bandits when I return with Sir Divish. No problem. I'll be right here. It shouldn't take us long. My lord, welcome to Pribyslavitz. That is to say... А Инжик такой, ну, я пока что убил 50 человек. Well, what's left of it? Not to worry, Marius. I'm glad to be back in my old hamlet. Although, it seems to have aged about as gracefully as I have over the years. I beg to differ, sir. It's quite dilapidated, unlike your good self. But at least it's safe now. Thanks in part to Henry here, who also saved me from a predicament that cost me valuable time. Who knows? If it hadn't been for him, we might not even be talking now. Well, lad, in the end, you managed things in your own way, I see. Just as you said you would. I did my best, sir. Что? There was no reasoning with them. They thought since it was 4-1, I'd be no trouble. I expect that was a fatal mistake. Just so, sir. No loss. At least they won't be troubling us again. Let's get down to the matter in hand, shall we? What state is Pribyslavitz in? Sir, in my official capacity as locator, I am gratified to inform you that the hamlet of Pribyslavitz may be renewed. And indeed it offers prospects of considerable expansion beyond its former limits. Splendid. Finally, some good news for this province. And badly needed, too. So, what have you discovered so far? I want to know all the details. We had a scout around. We conducted a basic survey, from which we can make a preliminary outline of the parcels. I already have in my head an initial plan of what can be built where. We should certainly have a church. I'd like to preserve the existing one. That should present no serious obstacles. The building is in much better condition than we anticipated. But extensive reconstruction will be required. That's to be expected. There's a stream here, and a well, right in the middle of the village. Yes, and there are abundant woods around. Clearing them will provide both extra land and timber supplies that we can use right away. Right now, I believe we're standing on the village green, aren't we? The future green, that is. The village centre will comprise at least 6 large buildings to begin with. We can't fit any more than that here, so there will be other buildings away from the square. In particular, more extensive structures. I'm glad to hear it. I never expected you'd find so much space here in the middle of the woods. The building work we're about to engage in is only the first part of my plan. Later, we'll clear more forest for agricultural land and build more farmhouses. But for now, we'll have to focus on more sensible goals. As you wish, my lord.
Rebuilding a whole village must cost a king's ransom, though. It's true it won't come cheap. Before the tradesmen settle here and start producing and trading, it will be necessary to invest a certain amount of capital. A certain amount? How much exactly? I wouldn't venture to state a precise amount at this point, but I expect it will come to some thousands, even tens of thousands of groschen. That much? I hope you're good at haggling. We shall, of course, attempt to procure everything at the best possible price, but raising a settlement from the ashes you see around you is a costly business. Nevertheless, I can assure you, my lord, that if all goes well, the investment shall all come back to you. Если все пойдет как по маслу, I да. hope I shall live to enjoy it, Master Marius. A village isn't a village without villagers. You'll need new subjects. Even preparing the ground for building will need lots of labor. Where can we find so many people, sir? Беженцы You из sound Калицы. skeptical, lad, but it's a good question. I've already given it some thought. I've agreed with Radzig and Hanish that we shall make an announcement in Rattay to invite people to move here and help with the construction, which will bring them many benefits, but also obligations. In addition, I expect the prospects of a new home will appeal to your former Skalitz neighbors, more than a makeshift camp by the castle walls. They'll be delighted, sir. A splendid solution, sir. I've also been concerned about how to bring settlers here, but now it seems there will be no shortage of new inhabitants after all. It seems things are finally looking up. We routed the bandits in battle, and Henry took care of the remnants. When can we get to work? Right away, as far as I'm concerned. All we need is people and the necessary funds. And we'll need someone to keep order, at least in the interim. True. I'll leave you some of my men. If I may, I would recommend quickly appointing a bailiff to take responsibility for the renewal of the village, its coffers and its citizens. True. First things first. Since you understand these matters best, you shall take charge of the land parceling and building works. You'll be available to the bailiff, but answerable directly to me. I'd be honored, sir. Thank you. And, as regards the office of bailiff, what about you, Henry? Да, охренеть, я уже ловчий у вас. You've proven yourself well. You've demonstrated that you're capable Дивиш of нас solving problems, нанимает по and you максимуму. command the respect of your former Skalitz neighbors. Well, I'm not so sure. And you're also capable of maintaining law and order. I must concur. So, let us expedite matters. Henry, I hereby appoint you to the office of bailiff of the hamlet of Pribyslavitz, in my domain. My lord, it's a great honor. Thank you. You will oversee the initial renewal and administration of the village that will set the ground for further development. But don't imagine it'll be a bed of roses, lad. Being bailiff doesn't mean you can do whatever you like. If you don't treat the settlers rightly, I'll soon find out and relieve you of your office. Besides, we can't spare a single groschen from the Talmberg coffers now, with the province in chaos. So, you'll have to cover the cost for the building work from your own purse. Me? Marius said it would cost a fortune. True, but from what I hear, you know how to get your hands on coin enough. So, I expect you'll manage it just fine. I'd like to know who's been spreading Нормально он закинул на нас. And I am assigning you certain specific tasks. You must ensure the rebuilding of the church. That means complete reconstruction, wall paintings, and a new altar. See to it that in the future, the village will be capable of supporting a certain number of people. For that, you will need to ensure the construction of essential artisans' buildings. And ultimately, the village must produce sufficient earnings to fund further expansion. But, sir, I've never done... I understand your concerns, but you'll be handsomely rewarded. I shall grant you the proceeds from the whole village for the first 5 years. Охренеть. And you have my permission to use the surrounding woods and land as you see fit. Well, that's, I mean... Are you sure I'm the right man for the job, sir? It's a lot of responsibility. As you said yourself, Henry, it's a great honor. Besides, you won't be alone in it. I'll assist you and supervise the construction work. Phew. We're agreed. Взяли сына кузнеца и сделали его. To the Rattay bailiff. Их там He'll же. make the announcement to invite settlers,
which should ensure enough people to begin work. At the same time, your official appointment as bailiff will be announced. Охренеть. What to say, sir? I'm sure you won't disappoint me, Henry. And now I must get back to my duties at Townburg. Send word when everything is prepared. Certainly, sir. Have a safe journey. Farewell, sir. Охренеть. Квест «Постой город» норм, да. Ну, изи. Деньги? Какие деньги? Сам найди. Так. Что ж, господа, давайте мы займемся этим уже на следующем стриме по-серьезки. В общем. Так. Сейчас. Спасительный шнапс. А, зачем? Может просто было выйти. Ну ладно. В общем, господа. Смотрите. Сейчас перерывчика сделаю полчасика на Хитман. На Хитман, говорю, до Хитмана. У нас Хитман должен был быть в 15 по Москве. Давайте мы его начнем пораньше. Скажем, в 14:30. Вот. Увидимся на нем. Чуть-чуть сложненько покрасить. Увидимся на нем. То есть начнем чуть пораньше, и, соответственно, Хитман у нас будет побольше. Вот. Спасибо, что смотрели. Kingdom Come у нас будет еще завтра. До встречи, господа. До новых встреч. Пара-па-па-пи-пу-пам. Пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам. Па-пу-пи-пам.